Привет, друзья! Вы на канале Device, и сегодня у нас на ремонте телефон Lenovo PB2 650M. Проблема в том, что он не выключается. Так, давайте посмотрим на реакцию при подключении к зарядке. Так, потребление у нас есть 1 ампер, больше 1 ампера, вроде как заряжается, но он у меня так простоил, и клиент говорил, что ставил на ночь на зарядку и никакого результата. Давайте разберем, замеряем. Да, и еще клиент говорил, что видимо, у нас засветился индикатор, что батарея загорается, и клиент говорит, что очень сильно греется вот этой области. Я подозреваю, это какой-то контроллер питания или контроллер заряда. Давайте разберем. Замеряем напряжение на батарее. Посмотрим, что у нас может быть греется. Вынимаем символ ток. Вскрываем корпус. Откручиваем заглушку на батарее. Давайте замеряем, сколько на батарее напряжения. Видим, что у нас на батарее 0 вольт, то есть она не заряжается. Скорее всего, у нас микросхема потребляет этот 1 ампер. Сейчас посмотрим. Давайте вскроем защиту. Так, даже без батареи. Сейчас я попробую показать. Есть потребление больше 1 ампера. Вот видим, да? У нас 1 ампер, 20 миллиампер, 200 миллиампер. 1 ампер, 200 миллиампер. Это у нас должно что-то очень сильно греться. Сейчас посмотрим. Так. Вот эта микросхемка у нас очень сильно греется. Прям так, что нельзя к ней прикоснуться. Я думаю, проблема вся в ней. Думаю, это у нас контроллер заряда какой-нибудь. Так, сейчас маркировку введу в интернете, посмотрю, что это за микросхема. Да, батареи нужно поставить на зарядку, чтобы зарядила. Что, будем снимать плату. Снимаем плату и будем менять микросхему. Отключаем все шлейфы, откручиваем плату. Вижу, этот телефон уже разбирался, так как пломба на гарантийных уже пробита.
у нас снизу. Здесь шлейф и здесь. Поэтому осторожно, чтобы их не повредить. Осторожно отключаем шлейфа. Отключаем камеры, чтобы не повредили. Все, будем заказывать микросхему, продолжим снимать видео. Так, пришла наша новая микросхема. Ну, давайте сперва старую микросхему очистим от компаунда и снимем ее. Выставляем на фене температуру 100 градусов. Чтобы не повредить другие элементы, закроем процессор и память. Здесь было компаунда немного с этой стороны, мы его очистили. Итак, мы очистили микросхему от компаунда, от компаунда теперь все элементы, чтобы минимизировать повреждения, заклеим каптоновой лентой. Нанесем немного флюсу. Выставляю фен на 280 градусов и начинаю греть. Так, все, мы сняли микросхему, подождем, чтобы плата остыла. Да, и еще одно. Не забываем посмотреть, где у нас ключ микросхемы находится. Так как я искал микросхему в интернете, я уже видел, где ключ, я забыл об этом сказать. Так, снимаем защиту. Чистим плату.
Давайте подключим телефон. Так, подключаем экран. Подключаем клавиши. Подключаем сенсор. Нужно подключить еще нижнюю плату. Потому что, чтобы проверить, пропало ли у нас потребление. Подключаем. Да, потребления никакого нет. Сейчас отпаяю проводки и подключим нашу батарею. Подключаем батарею. Пробуем включать телефон. Так, телефон у нас не включается. Возможно, это из-за того, что у нас нет контроллера заряда. Давайте установим новый контроллер заряда и еще раз попробуем проверить. Залудим контактную площадку. Очистим. Ставим защиту. Ставим микросхему. Еще нанесем немного флюса. Ставим микросхему, на плате есть ключик. Начинаем греть. Все, наша микросхема стала. Сейчас все посмотрим, подождем, чтобы плата остыла, очистим и тогда проверим. Давайте все подключим. Подключаем все шлейфы. Ставим батарею. Телефон включился. Еще проверим на зарядку.
Так, у нас зарядка пошла, сейчас вам покажу. Так, вот так. Видим, что у нас зарядка пошла. Все. Будем собирать телефон. Свяжемся с клиентом по поводу пароля, узнаем, будем тестировать телефон, а пока собираем. Ставим фронтальную камеру. Основную камеру. Да, экран ставим. Ставим заглушки на батарею. Так, закручиваем плату. Ставим заглушки на вибромотор. Закручиваем плату. Так, давайте сразу поставим симку, чтобы проверить. Все, вот такой ремонт у нас получился. Надеюсь, это видео вам не пригодится. Ваши гаджеты будут работать исправно. Но если такой случай случится, вы будете знать уже решение. Всем спасибо за просмотр, ставим лайк и подписываемся на канал. До свидания.